Нормы соотношения нутриентов рассчитаны для взрослого человека. Цифры показывают, сколько процентов вещества от суточной нормы содержится в 100 граммах продукта. То есть надпись «Витамин С 67% означает, что в 100 граммах капусты содержится 67% суточной нормы витамина С. Напомним также, что в наших обзорах мы не рассматриваем нутриенты с данными ниже 30%. Это делается исключительно с целью экономии времени. При желании вы сами можете внимательно исследовать все интересующие вас нутриенты. Кстати, в конце видео будет сравнительная таблица всех 7 видов капусты. Итак, номер 1. Капуста белокочанная. Содержит в 100 граммах кремний 177%, витамин С 67%, витамин К 63%, кобальт 30%, содержит также жирные кислоты омега-3 10%. Из 7 видов капусты белокочанная капуста – лидер по содержанию кремния – 177% суточной нормы. Кремний помогает в формировании костной и хрящевой ткани, поддерживает сосуды эластичными и прочными, нормализует работу сердца и сосудов, активизирует усвоение кальция и других минералов. Также белокочанная капуста – лидер по содержанию кобальта – 30% суточной нормы. Кобальт, являясь активатором кроветворения, стимулирует выработку эритроцитов в костном мозге, участвует в усвоении железа, таким образом предотвращая развитие анемии. Далее, номер 2. Цветная капуста. Содержит в 100 граммах витамин С 78%, кремний 73%. Номер 3. Капуста краснокочанная. Содержит в 100 граммах кремний 93%, витамин С 67%, витамин К 32%. Далее. Номер 4. Пекинская капуста. Содержит в 100 граммах витамин К 36%, витамин С 30%. Содержит также жирные кислоты омега-3 10%. Номер 5. Брюссельская капуста. Содержит в 100 граммах витамин К 148%, витамин С 133%, кремний 93%. Содержит также омега-3 10%. Из 7 видов капусты брюссельская капуста – лидер по содержанию витамина С 133% суточной нормы. К подтвержденным фактам относятся следующие данные о витамине С. Обладает антицеллюлитным действием, поэтому широко используется в борьбе с лишним весом. Участвует в синтезе коллагеновых волокон. Укрепляет иммунитет, что необходимо для противостояния патогенным микроорганизмам. Оказывает мощное антиоксидантное действие. Принимает участие в метаболических процессах. Благотворно влияет на функции нервной системы. Участвует в выведении холестерина, тяжелых металлов меди, свинца из организма. Далее, номер 6. Капуста кейл или кале. Содержит в 100 граммах витамин К 325%, витамин С 104%, бета-каротин 58%, марганец 46%. Содержит также жирные кислоты омега-3 40%. Как вы видите, капуста кейл богата многими витаминами и минералами. Из 7 видов капусты кейл – лидер по содержанию витамина К 325% суточной нормы. Витамин К способствует нормальной свертываемости крови. Витамин способен поддерживать этот показатель в норме. При достаточном уровне витамина К препятствует затвердеванию кальцием сосудов. Обеспечивает защиту от возможного рака печени и рака предстательной железы. Также из всех сравниваемых капуст кейл содержит 46% суточной нормы марганца. Для тех, кто не знает, функции марганца в организме человека. Регуляция уровня глюкозы в крови, снижение уровня сахара в крови, нормализация мозговой деятельности, участие в работе поджелудочной железы и синтезе холестерина, способствование росту соединительных тканей, хрящей и костей, влияние на липидный обмен и предотвращение избыточного отложения жира в печени, участие в делении клеток, снижение активности плохого холестерина и замедление роста холестериновых бляшек.
Еще из 7 видов капусты кейл – лидер по содержанию бета-каротина – 58% суточной нормы. Бета-каротин является провитамином витамина А, который имеет большое значение в любом возрасте, в том числе для здоровья клеток и органов зрения. Кроме того, это мощный антиоксидант, который может снижать риск развития рака. И, наконец, кейл содержит больше всего из всех сравниваемых нами капуст жирных кислот омега-3 с 40% суточной нормы. Омега-3 кислоты способствуют очищению стенок сосудов от холестерина, предотвращают появление холестериновых бляшек, улучшают вязкость крови и укрепляют стенки сосудов, приводят артериальное давление в норму, повышают уровень хорошего холестерина. И, наконец, номер 7 – брокколи. Содержит в 100 граммах витамин С – 104%, омега-3 – 10%. На экране вы видите итоговую сравнительную таблицу по 7 видам капусты и сами можете сделать выводы. Чтобы не забыть ценные данные, рекомендуем поместить это видео в плейлист или сделать закладку в браузере. Кстати, а по вашему мнению, какой из видов капусты полезнее других? Пожалуйста, напишите об этом в комментариях.